Мне нравится снимать подобные видео, потому что я часто замечаю вещи, которые могла бы упустить из виду. Один из таких случаев произошел на вечеринке перед релизом альбома Джей Хоупа, который должен был выйти 14 числа. На видео, загруженных людьми, присутствовавшими на мероприятии, мы видим, как Тэхён и Чингук проводили большую часть времени рядом друг с другом. Вначале Хобби представляет своим друзьям видеоклип на песню «More», и в темноте мы видим Тэхёна и Чингука, сидящих вместе без лишнего расстояния. Они также иногда танцуют вместе, наслаждаясь представлением. Мне очень понравилось, как Тэхён улыбнулся Чингуку, когда тот отошел в сторону, чтобы освободить место для танцоров на сцене. Это было прекрасно, и меня очень обрадовало, что они были так расслаблены. Такие вещи часто остаются незамеченными, но я была так рада, что они были так же сплоченны, как и раньше. Это еще раз доказывает тем, кто постоянно говорит, что они уже не так близки, как раньше, что этого никогда не произойдет. Еще один интересный момент. Чингук также общался с Ogre Squad, которые тоже присутствовали, что показывает, насколько здоровы их отношения. Тем временем Тэхён носил браслет для соблюдения дистанции из Паке, о котором я упоминала в одном из своих старых видео, тот самый, который он носил с Чингуком, и мы видим его снова на нем. Это заставляет меня задуматься, носит ли Чингук свой браслет до сих пор. Среди множества других моментов, которые возникли во время съемки этого видео, был также момент, когда Тэкук пили пиво, как это было на концерте Гарри Стайлса в Лос-Анджелесе. Теперь перейдем к чему-то более свежему. Менее чем за 20 минут до того, как я сняла это видео, было загружено рекламное видео BTS для японского бренда, где мы снова видим их стоящими очень близко друг к другу. Тэхён долго обнимал Чингука за плечи, и они оставались рядом на протяжении всего рекламного ролика. 14 июля определенно кажется днем Тэкука. Надеюсь, они опубликуют что-нибудь вместе, или, может быть, Тэкук с Ogre Squad, это было бы потрясающе. Но сейчас, в честь этого дня, я хотела бы добавить несколько моментов из этого видео, где Тэхён заставил Чингука понервничать. Начну с самого недавнего момента с Тэхуком на вечеринке Хобби, когда Тэхён снимал людей на мероприятии. Когда Чингук увидел его, он тут же обернулся с широкой улыбкой, от которой у меня немного закружилась голова. Еще один момент, который мне показался очень интересным, это один из Bangtan Bums, где Чимин и Чингук разговаривали перед камерой. Сначала Чингук казался нормальным, его тело не реагировало странно, когда он шутил с Чимином, и он даже выглядел расслабленным. Но затем мы видим, как Чингук поворачивает голову на бок и поправляет волосы, как будто советует себе перед камерой, что его внешний вид должен быть идеальным по какой-то причине. Самым непонятным моментом в клипе было то, как Чингук свернулся калачиком и начал потирать руки, как будто у него мурашки по коже, как раз когда он увидел приближающегося Тэхёна. Я знаю, что не я одна это заметила. Это даже можно считать тонкой шуткой, учитывая, что Чимин сразу же посмотрел на Чингука, как только появился Тэхён, хотя ранее говорил о том, что присоединится к ним и завершит видео вместе с ними. Сам Тэхён, казалось, не был смущен, и, честно говоря, я не уверена, что он осознавал, какое влияние оказало само его присутствие. Но для меня это было очень интересно наблюдать. Позже, за кулисами выступления MTV с песней Blue Ampersand Grey, Тэхён подходит к ним, когда они решают, куда идти. Чингук, увидев это, отступает назад и делает столько же шагов, сколько и Тэхён. Хотя Тэхён репетирует пение, стоя лицом к Чингуку, Чингук пытается сделать то же самое, но его нервозность слишком велика, чтобы убежать. Смех Тэхёна говорит сам за себя. Подобное поведение наблюдается и в более ранних моментах. Когда Тэхён начинает играть на сцене и медленно приближается к Чимину, Чимин окликает его. Но Тэхён игриво ударил Чимина по голове и быстро переключил свое внимание на свою первоначальную цель – Чингука, который тут же запаниковал и отступил назад, совершенно нервничая из-за той близости, которую пытался создать Тэхён. Мне показалось забавным, как Чингук потом захлопал в ладоши и попытался повторить это, но Тэхёна уже не было позади него. Странные вещи, которые я, вероятно, никогда не смогу объяснить. Я также надеюсь, вы помните прямой эфир, который Джин, Хобби и Тэкук провели некоторое время назад. В
том эфире было напряжение и несколько моментов, когда Чингук выглядел смущенным, когда Тэхён смотрел на него. Например, когда Тэхён обвинил его в том, что он слишком долго находится в студии, Чингук попытался защититься. Но мы знаем, что он никогда не сможет поддерживать такой зрительный контакт. Поэтому, после того, как он привел свое оправдание, он тут же опустил взгляд, только потому, что лицо Тэхёна было в нескольких сантиметрах от его, и, конечно же, он ничего не мог с этим поделать. Честно говоря, когда я говорю, что Чингук не может долго смотреть Тэхёну в глаза, это потому, что во многих случаях, когда их взгляды встречаются или когда Тэхён проявляет нежность, Чингук не может смотреть ему прямо в глаза и склонен опускать взгляд, независимо от того, осознает это Тэхён или нет, или не понимает, что само его присутствие может так сильно повлиять на Чингука. Тем не менее, нельзя отрицать, что бывают моменты, когда Тэхён, кажется, намеренно говорит или делает что-то, чтобы привести Чингука в такое состояние. Яркий пример – один из клипов Bon Voyage, когда Тэхён сопровождает Чингука и говорит, что пришел, потому что увидел Чингука одного. Чингук отвечает, что он был не один, и тогда Тэхён похлопывает его по плечу и говорит, что знает, что Чингуку нравится, когда Хён приходит к нему. Это нервирует Чингука, и после еще одного похлопывания от Тэхёна он слегка улыбается. Подобные ситуации повторяются в разных местах, как в прошлом, так и в настоящем. Мы видим, что даже спустя столько лет Тэхён все еще способен заставить Чингука нервничать. Как я всегда повторяю, бывают моменты, когда это кажется намеренным, а бывают моменты, когда Тэхён, похоже, ничего не замечает. Но нельзя отрицать, что в том, что Тэхён пытается вызвать у Чингука, будь то чрезмерные прикосновения или вещи, которые Чингук никогда бы не представил. Мне также невероятно мило, как Тэхён делает все это с довольным выражением лица, почти так, как будто он не делает чего-то, чего не должен делать на публике. Возможно, именно поэтому Чингук реагирует так, как он реагирует перед камерой, вызывая у нас моменты смущения, почему бы и нет, небольшое напряжение, которое даже заставляет Джина и Намджуна насторожиться. Таких моментов так много, что я продолжаю снимать эти видео. Один из таких моментов – незабываемый поцелуй, который Тэхён подарил Чингуку на концерте. Чингук так занервничал, что перепроверил, кто это, а потом слегка улыбнулся, что сделало этот момент еще более особенным. Честно говоря, мне невероятно мило наблюдать, как Чингук нервничает, когда Тэхён мило ведет себя и пытается вовлечь его в небольшие игры перед камерой. То, как искренне смеется Чингук просто потому, что Тэхён ведет себя так невинно, заставляет меня поверить, что он не лгал, когда говорил, что не может объяснить, как кто-то может быть настолько красивым. Также я должна упомянуть моменты презентации продукции Чингука. Мы видим, как он снова нервничает, когда Тэхён начинает хвалить его дизайн, и Чингук немного отводит взгляд, не поддерживая зрительный контакт, как обычно. То же самое произошло на концерте в Вегасе, когда на экране появился баннер iOS с надписью «Мы хотим сосредоточиться на» и прессе Чингука. Когда Чингук показал его снова, мы могли видеть, насколько он был запуган, пока Тэхён пристально смотрел на него. Даже пытаясь улыбнуться, Чингук не мог скрыть своего волнения от этого взгляда. Я уверена, что Чингук понятия не имел, что Тэхён не будет выполнять хореографический шаг из песни DNA, который он должен был сделать, и помешает ему петь песню прямо у него перед лицом. Реакция Чингука, когда он тут же повернулся к iOS с шокированным выражением лица, действительно меня очень порадовала. Особенно потому, что, анализируя эти мелкие детали, я вижу, что волнение было настоящим, таким очевидным и таким очаровательным. Например, их объятия за кулисами шоу Run BTS, когда Чингук выглядел нервным, как раз когда камера приблизилась и начала снимать их. Или когда Тэхён проигрывает в одной из игр, и ему приходится выполнять дополнительное задание от персонала. Чимин и Чингук подходят, чтобы поддержать его морально, но Чингук чуть не опрокидывает одну из доминошек, которую должен был опрокинуть Тэхён. Он так нервничает, что Тэхён потирает ему бедро, и я не вру, когда говорю, что это один из самых знаковых моментов в отношениях Тэкука. Точно так же, когда Чингук говорит, что чувствует себя очень счастливым в эти дни, и Чимин вдруг спрашивает, связано ли это с Ким Тэхёном.
Чингук тут же начинает сильно нервничать, даже когда Чимин повторяет вопрос. Чингук просто говорит, что это, очевидно, из-за Элмэй, а не из-за кого-то, кого мы уже знаем, хотя нервный смех, который выдает его в конце, все равно неизбежен. Я хочу завершить это видео одним моментом, который показался мне особенно интересным. На фан-встрече Чингук подносит микрофон к губам Чимина, и они оба смеются над чем-то, что говорят другие участники. Но Тэхён совсем не улыбается, хотя все смеются. Он просто поворачивается, опускает взгляд и выглядит серьезным. Затем мы видим, как он снова встает, а рядом с ним стоит Чингук. Самое интересное для меня – это то, как Тэхён смотрит на Чингука с серьезным лицом, в то время как Чингук играет с микрофоном в руке и тяжело сглатывает, пока Тэхён пристально смотрит на него. Я могла бы буквально часами рассказывать об этих моментах, потому что их сотни.